Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Орбан объявил о прекращении поставок газа на Украину из-за дружбы. Пока Украина не возобновит поставки нефти по дружбе, она не получит газ из Венгрии, заявил премьер. В 2025 году страна импортировала более 2,9 миллиардов кубометров газа из Венгрии, что составляет порядка 45% от всего импорта газа на Украину. Каково будет значение для Украины, где столоваться будут с запасами на зиму? Александр, вам слово. Ох, дорогие друзья, с одной стороны, я понимаю радость у нас в соцсетях и в некоторых СМИ по поводу того, что, ну, наконец, вот Венгрия взяла просто за горло своего оппонента и теперь будет реализовывать те преимущества в энергетической сфере, которые у нее есть в отношении Украины. Ну, к тому, что Орбан молодец, вот какой мощный шаг предпринял. И формально, да, если вы посмотрите на объемы импорта в 2025 году, а это ну, довольно легко сделать, есть ряд аналитических украинских организаций, которые публикуют в открытом доступе эту статистику, и, в общем-то, все с ней более-менее соглашаются, то мы увидим, что там 45,5% импорта в прошлом году это Венгрия. При том, что совокупный импорт, вот весь, это где-то 6,5 миллиардов кубов. Из них почти 3 миллиарда из Венгрии. Дальше Польша, дальше там Словакия, ну и все как бы. Но есть одно но, которое заключается в том, что надо бы читать не только красивые выкладки под схемами вот этими поставок, но и сопроводительный текст тоже было бы неплохо прочитать, ознакомиться. И даже люди, которые написали, вот видите, Венгрия поставляет на Украину почти половину газа. Ну, мы округлим, 45% это почти половина, будем считать так. Так вот, почти половину газа всего, который Украина импортирует. Значит, если Венгрия прекращает поставки, все, почти половина импорта будет отсутствовать на территории Украины. Логично? Было бы логично, если бы Венгрия поставляла газ. Точнее, если бы все эти почти 3 миллиарда кубов поставляла Венгрия. Ну или какая-нибудь, условно, компания МОЛ. Но, обратите внимание, Венгрия, Словакия, Польша. То есть это что же? Это как бы страны, просто которые находятся рядом с Украиной, с которыми есть общая граница вроде как. А давайте мы ознакомимся с текстом. Кстати, всем желающим я прям советую найти, это довольно легко сделать с помощью поисковиков, с текстом, который сопровождает вот эти диаграммки в соответствующих аналитических статьях, откуда эту статистику взяли и у нас стали цитировать. Венгерское направление было самым дешевым направлением для транзита. Транзита. То есть, когда вы читаете, что Венгрия поставила почти половину газа импортного на Украину, то нужно понимать, что это не венгерские поставки газа, это прокачка через венгерский коридор, который просто был самым дешевым, самым выгодным. Все. А кто же является крупнейшим поставщиком газа на Украине? Ну, то есть, если мы вдруг посмотрим, если мы вдруг захотим узнать, где газ покупали, не откуда его прокачали, вот, где конечная точка прокачки, где, так сказать, та точка, где этот газ пересек границу с Украиной, вот с какой страной границу ему приходилось пересекать. А если мы посмотрим, где он был куплен, то неожиданно, наверное, окажется, что крупнейшим поставщиком была Швейцария. Крупная газодобывающая страна, ну, в принципе, как и Венгрия, это тоже не менее крупная газодобывающая страна. Так вот, Швейцария, дорогие друзья. Чтобы не быть голословным, я замечу, что в Швейцарии за первое полугодие, ну, есть данные за первое полугодие прошлого года, но эти данные достаточно красноречивы. Так вот, за первое полугодие 2025 года по стране закупки 55,4 газа
который был далее импортирован на Украину, была закуплена в Швейцарии. Это 1,28 миллиарда кубических метров. Ну, как вы понимаете, довольно равномерны были закупки. Ну, то есть, если мы вот эти 55, 101, 28 попытаемся перевести в годовое выражение, ну, где-то вот получается, что примерно 25, прошу прощения, примерно вот эти вот объемы за первое полугодие, это примерно 25%, ну, чуть менее, конечно, ну, примерно. Четверть всех годовых закупок. Еще раз, примерно. Вот. Швейцария, да, кстати, кто дальше, кто дальше? Может, там Венгрия следующий идет. Германия. 280 миллионов кубов. На третьем месте Польша. 210 миллионов кубов за первое полугодие. Ну, еще 11 стран дали 23,4% от совокупных закупок. Где-то там есть Венгрия, наверняка. Есть, наверное, и Словакия. Кстати, из Словакии газ был самым дорогим для украинских потребителей, а самым дешевым, по-моему, в Нидерландах. В Нидерландах он там шел, закупки шли что-то по $440, из Словакии доходило до 700 с лишним долларов. Ну, какие-то совсем уж безбожные величины, ну и объемы закупок там были относительно невелики. А почему Швейцария? Что это вообще такое? Как так? Ну, Швейцария, ну, не добывает газ. Ну, это, да, Венгрия тоже. Ну, все же понимают, откуда газ в Венгрии. Так, можем поперемигиваться, если хотите. А в Швейцарии-то откуда? Неужели турецкий коридор поставок российского газа доходит до Швейцарии? Так в Швейцарии просто сидит дочка Нафтогаза, которая занимается закупками. Вот и все. Вот. То есть, что же в таком случае запретил Орбан? Ну, во-первых, мы пока видели только его заявления в соцсетях, названия которых мы не будем произносить, чтобы дальше не проговаривать запрещенных и проклятых на территории Российской Федерации. В общем, в каких-то соцсетях он что-то там написал. Есть ли нормативно-правовые акты, которые подкрепляют эти заявления? Ну, я не утверждаю, что их нет, просто вот пока все ссылаются на заявление Орбана, на устное заявление. Он вроде как не абсолютный монарх, поэтому, ну, надо дождаться бумажку, которая закрепит такого рода решение. Указ это будет или еще в какой-то иной форме, не суть важно, вот бумажка должна быть. Так вот, пока этой бумажки либо нет, либо она не опубликована, либо она не цитируется, мы не совсем можем понять, а что конкретно запрещено. То есть, если Орбан запретил продавать газ с территории Венгрии на Украину, то это крохи. Это просто крохи, которые, ну больше в Швейцарии купят. Если Орбан запретил транзит газа, что, ну, не следует из его заявлений, то, значит, больше будут прокачивать там, через Польшу, через Словакию, через трансбалканский газопровод. Больше прокачают. То есть там через территорию той же самой Румынии. Вот и все. Поэтому извините, пожалуйста, я, видимо, сейчас кого-то расстрою. Судя по реакции у меня в соцсетях, там люди мне сразу стали некоторые объяснять, что я ничего не понимаю. Возможно, я-то и говорю, я вот не понимаю. Что запрещает Орбан? Я понимаю, все захлопали, да-да, вот, Венгрия перестает продавать газ. Хорошо, сколько Венгрия газа продала в прошлом году? Или Орбан запретит прокачивать газ? Что он запретил? И в том и в другом случае, я боюсь, это решение мало скажется на поставках на Украину. То есть не то, чтобы не скажется вообще. Но обратите внимание еще на одно обстоятельство, которое все восторженные люди как-то вот забывают. Заявление сделано в конце марта. Это конец отопительного сезона. Поставки нефти по дружбе, которые стали камнем преткновения в отношениях Украины и Венгрии, прекратились 27 января. И уже к концу февраля было понятно, что ну что-то тут крайне нечисто со стороны Украины. Орбан ждал. Орбан прям, знаете, он дал теме настояться. Он прям вот... И только к концу отопительного сезона он решил, прекращаем поставлять газ. А еще это удобно примерно недели за две, получается, 12-го, по-моему, у них выборы. Ну, то есть до выборов. Недельки за две, пока вот хороший новостной повод, все увидят, как я тут заявил, это не нам сказано, и даже не Украине, это сказано своему избирателю,
своему электорату, а также тем, кто пока сомневается, за Орбана голосовать или за кого-то другого. Видали, как я? А? Во-первых, энергетический кризис на пороге. Во-вторых, газа не хватает. В-третьих, прекращаем продавать Украине. Вы же знаете, какая Украина плохая. Ну, кстати, тут, в общем-то, да, Украина очень сильно подгадила в Венгрии. И настроение в отношении украинского руководства в Венгрии, прям скажем, не восторженное. Но окажет ли решение Венгрии хоть какое-то воздействие на Украину, на ее энергетическую безопасность? По существующим оценкам, объем потребления суммарный на Украине был где-то 21 миллиард кубов. То есть объем добычи на Украине составил примерно 15 миллиардов кубических метров. Я полагаю, что если мы пороемся, мы найдем и более скромные оценки, но нам это все важно, вот эти все показатели важны. С точки зрения изменения внутренней добычи на территории Украины, добыча сократилась почти на 75%. Добыча сократилась почти на 25%. То есть сейчас добывается 3/4 от тех объемов газа, которые добывались до 2022 года. По каким причинам нам тут не важно. Важно, что теперь есть объективные показатели, которые лишний раз говорят о том, что да, внутренняя добыча сократилась. И Украина все больше зависит от импорта. За первый квартал Украина импортировала, ну, постоянные читатели моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра» уже в курсе, кто не читатель, рассказываю. Примерно 2,3 миллиарда кубических метров за первый квартал. Значительная часть этих объемов, скорее всего, была прокачана через территорию Венгрии. Венгерские газовики получили за прокачку деньги. Теперь, когда в силу сезонных факторов объем импорта явно будет сокращаться, ну, скорее всего, потому что там больше половины газа на Украине потребляется населением. Ну, население меньше потребляет в период такого межсезонья. Так вот, сейчас объемы импорта сократятся, и вот можно уже поиграть. Да-да, мы в такой, знаете, несгибаемость, особенно перед выборами. Да, все, мы прекращаем поставки. А вот когда они 2,3 миллиарда кубов, когда они почти 200 миллионов кубических метров в неделю закачивали, импортировали, не надо было предпринимать никаких шагов. Ну, не надо, так не надо, господи. Особенно с учетом, что, ну, скорее всего, где-то от 80 до 100 миллионов кубов в неделю прокачивались через территорию Венгрии. Не надо было предпринимать никаких шагов. Конечно, не надо. Все-таки венгерским газовикам, точнее, оператору газотранспортной системы Венгрии, надо было заработать на этой прокачке. Потому что если не зарабатывать, то какое безобразие. А вот сейчас можно выйти, стукнуть кулаком по столу и сказать: ай-яй-яй, мы прекращаем поставки. Ну и последнее. Про ПХГ Украины, в которой вот не будет закачиваться венгерский газ, а будет закачиваться на территории Венгрии, Украина за счет импорта, ну и еще за счет того, что часть инфраструктуры предположительно была недоступна, инфраструктуры, связанной с подземными хранилищами газа и той газотранспортной системой, которая обеспечивала прокачку газа из крупнейших ПХГ. Так вот, Украина отобрала из ПХГ в ходе отопительного сезона примерно 3,5 миллиарда кубов. Это мало. Было закачано больше 8,5, там 8,7 миллиардов кубов. И у них сейчас на конец марта, по сути, крупнейшие запасы с 2022 года. Эти запасы очень незначительны. Это 5 миллиардов кубических метров. Это мало. Но это на чуть-чуть, но больше, чем в предыдущие годы. Да, скорее всего, из-за того, что газотранспортная инфраструктура несколько повреждена, и просто выкачивать этот газ было невозможно, и поэтому надо было больше импортировать. Но в конце концов, ну дали заработать венграм, словакам, полякам, немножечко румынам. И вот, пожалуйста, отопительный сезон закончился. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем очаровываться какими-то зарубежными лидерами, неплохо было бы понять, в каком контексте они делают свои громкие заявления, при том, что мы как бы нежно любим Венгрию за ее попытку шагать не в ногу, но венгерское руководство занимается в основном интересами венгерского руководства. Потом интересами Венгрии, а потом уже всем остальным. На этом, дорогие друзья, все.
Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на канал в Макс Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также будем вещать на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.